Друзья, всех приветствую! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Продолжаем серию обзоров на наушники, и сегодня нашими гостями будут представители от небезызвестной Yamaha. Встречаем студийные мониторные наушники закрытого типа HPH MT5. Повторюсь, наушники закрытого типа, а это говорит о том, что основное их предназначение – это запись вокала. Но это никак не про то, что их нельзя использовать для каких-то других целей. Тоже сведение или просто прослушивание музыки в разумных временных пределах также доставят пользователю определенную порцию удовольствия. И объясняется это двумя основными характеристиками любых наушников. Это, конечно же, звучание, и вторым номером – удобство сидения на голове. И с этим у наших Yamaha все в полном порядке. Давайте для начала про комфорт. Они имеют хорошую подгонку благодаря своей конструкции. Действительно сидят на голове очень удобно и плотно прилегают к уху, что безусловно обеспечивает хорошую изоляцию. Дальше. Они легкие, 250 граммов. И это говорит о том, что длительное время использования при необходимости не доставит хозяину какого-то откровенного дискомфорта. Конструкция у них прочная, надежная, все сделано с прицелом на долговечность. Амбушюры из гладкой синтетической кожи, на голову не давят и имеют свойство поглощения избыточной вибрации, что очень неплохо. Ну и добавим, что чашки отгибаемые, привет диджеям, и все это дело у нас вот так складывается и совершенно не занимает места при транспортировке. Кстати, чехол для этих целей у них в комплекте есть, плюс, естественно, проводочек. Он прямой, 3-метровый, пристегивающийся. Хорошо. Да, и добавлю, что подобная модель выпускается еще и вот в таком оригинальном цветовом решении. Как говорится, на любителя, но тем не менее. Ну а теперь переходим к звуку. За него отвечают 40-миллиметровые динамики со звуковыми катушками из омедненной алюминиевой проволоки. Частоты, которые они способны воспроизводить, это 20-20 тысяч Гц. Чувствительность у этой модели 100 дБ и заявленное сопротивление 51 Ом. То есть играть эти наушники будут практически на любом оборудовании достаточно громко. Что ж, характеристики, заявленные производителем, озвучены, но, как вы знаете, мы теперь не только доверяем, но и проверяем. А за это спасибо нашим коллегам из компании Reference Audio Analyzer. Именно от них мы получаем графики и таблички с измерениями, что, естественно, делает обзоры подобного оборудования по-настоящему полноценными. Мы обязательно посмотрим на все эти красивые картинки и прокомментируем их, но сделаем это сразу после тестового прослушивания, чтобы разговор был предметным и выводы обоснованными. Так что слушаем, друзья, а после поговорим.
Ну что ж, давайте будем делать выводы. Как всегда, говорить о том, насколько они нам понравились или не понравились, считаем делом не совсем правильным, потому что факторов здесь может быть целое множество. И кому-то может показаться, что мы либо что-то нахваливаем, либо наоборот ругаем. Исключительно лично от себя могу сказать, что от таких наушников я бы не отказался. И то, что они играют гораздо интереснее множества себе подобных, это действительно так. Но повторюсь, это лично мои ощущения. Теперь о том, что нам рассказали приборы. Внимание на экран. Первая картинка – это чувствительность. Заявленные 100 дБ оказались несколько заниженными. Показатели лаборатории Reference Audio Analyzer зафиксировали величину 106,8 дБ. То есть по факту оказалось больше, но ругать за это Yamaha мы не будем. Больше – это не меньше. И да, наушники эти достаточно громкие, и исходя из средней величины значения чувствительности к мощности для полноразмерных наушников, которая равняется 99,4 дБ, они будут громче на 6,6 большинства измеренных образцов, а это ни много ни мало 600 с лишним экземпляров. Хорошо. Дальше. Картинка следующая – это сопротивление. Тут у нас полный порядок. В описании 51, по факту 53,7 Ома. Надеюсь, мы помним и понимаем, что имеющаяся разница, в данном случае это 2,7 Ома, это то, что забирают на себя соединительные элементы, то есть провода и переходники. Ну, если с этим все хорошо, идем дальше. Последнее и самое любимое всеми нами – это АЧХ. И тут полное соответствие. Ровным счетом картинка отображает все то, что попадает к нам в уши. Да, район 350 Гц немного просажен, но это в некотором роде очищает звук от часто присутствующей здесь грязи и гула, от гитар, баса и даже вокала. Многие, кстати, и находят частотные конфликты как раз-таки в диапазоне 300-350 Гц. Применительно к этим наушникам сказать, что это плохо или хорошо, наверное, будет не совсем правильно. Просто учитывать этот момент обязательно нужно. Ну а что касается верха, то да, район 6000 заметно выделяется. И если говорить с оправдательной точки зрения, то это не что иное, как повышение читаемости и яркости. Во всех остальных случаях можно сказать только одно. К этим наушникам, как и к любым другим, нужно привыкать и приучать свой слуховой аппарат. А это значит... слушаем качественную музыку, анализируем поведение всех частот и сравниваем с другими источниками. И рано или поздно мы начинаем понимать свои наушники и работать уже, учитывая все самые тонкие нюансы звучания. В итоге, друзья, наушники признаются абсолютно пригодными для нашей с вами работы. Цена на сегодняшний день, наверное, может называться вменяемой. Это что-то в районе 14,5 тысяч рублей. Или что-то между 40-ми и 50-ми аудиотехниками. Вот так. Все, товарищи, на этом закругляемся. Всем удачи, всем хорошей музыки и до встречи. И гула от гитар, баса и даже вокала. Многие, кстати, даже и на... Да нет. Ну а что касается верха, то, да, район 6... Ёпрст, что ж такое-то, а? Еще раз? Нет, я думаю, что там же картинка висит.